Эту историю я еще никому и не рассказывал, никто не знает, и она такая, естественно, сокровенная. Ты понимаешь, насколько мы хрупкие, на каждом шагу нас поджидает опасность. Врачи скажут, что все, парень, если ты вот так им поверил, то все, ты жизнь реально пролежишь всю в постели. Мы запланировали свадьбу на 7 ноября. Я увел ее из семьи. Я из депрессии пока не вышел, потому что еще не вошел. Сережа, вот чего ты боишься? Ты вспомнил, что когда-то, давным-давно, до травмы еще, тебе этот вопрос задавали, и ты, не задумываясь, чтобы отвязались, сказал: ой, наверное, вот ситуации, чтобы оказаться в инвалидной коляске. Так и было? Мне когда задали этот вопрос, я сначала подумал, что у меня нет страхов, то есть я за минут 5 не придумал ничего, грубо говоря. И меня это так удивило, что человек же должен чего-то бояться. Я потом думал еще день, может, даже 2. И что интересно, я даже не помню, кто задал мне этот вопрос. Но я в итоге себе надумал страх, что, наверное, страшно было бы оказаться в инвалидной коляске. И да, этот страх, как ни странно, меня буквально через пару лет вроде настигает. И я вспоминаю эту историю. Теперь я этот страх, можно сказать, преодолел. Я этого уже больше не боюсь. Но и страхов себе выдумывать больше я тоже не хочу. Ты неудачно нырнул. Да, это речка, в Где ты которую купался я с детства. с детства нырял таким же образом. Меня папа еще отговаривал от этого, что там немного опасно. Там не глубоко, и из-за этого как раз опасность. Там надо разбежаться и прыгнуть вдоль воды. А в этот раз при отталкивании, при прыжке что-то пошло не так, уже в полете что-то защемило, и в итоге я не вдоль воды вошел, а как штопор. И еще я любил руки не выставлять, а прыгать. И в итоге головой вошел, в дно. Ты рисковать любил? Вот такие, тебе говорят, там опасно. И ты: да ладно, слушайте, я здесь 100 раз нырял. Что я был Такое было в пофигист. жизни? И действительно, это не просто 100 раз нырял, это больше сотни раз я там нырял, и я никогда не был супер рисковым, то есть прыгать там с крыши я не собирался, я делал то, что считал нужным, чтобы жить, просто наслаждаться жизнью, не сидеть дома. Угу. А сколько тебе лет было? В 20 лет. Перелом позвоночника на уровне шеи. Врачи сказали, что все, парень, может быть лежачим, скорее всего, всю жизнь. Как я пообщался с ребятами, так большинству и говорят. И не знаю, зачем врачи это делают. Может, чтобы перестраховаться, чтобы не давать лишних надежд. Но заниматься надо, потому что если ты вот так им поверил, то все, ты жизнь реально пролежишь всю в постели. Если мы чувствуем, что в конце игры у нас осталось больше сил, чем у противника, наша основная задача в этой ситуации – заставить сдать спрос на маленького игрока. Наше основное преимущество в том, что нас 4 на поле. Противника 3 на поле, 1 игрок сбрасывает. Мы этим пользуемся. Соответственно, играем man-to-man. А почему ты не поверил? Это же не мимо проходящий, кто-то говорит. Это врачи, кого ты воспринимаешь как экспертов. И вот тебе говорят: слушай, вот на всю жизнь останешься лежачим. Что помогло взять и не поверить, где-то засомневаться? В процессе травмы ты начинаешь изучать этот момент и понимаешь, что экспертов нету. Даже эти нейрохирурги, даже большинство реабилитологов, они
мало что знают. Я могу их опять-таки пытаться оправдать. Я учился в институте имени Лесгофта, спортивный университет. У нас была анатомия. Когда ты начинаешь изучать это чуть глубже, чем среднестатистический человек, ты понимаешь, насколько мы хрупкие и насколько мы вообще несовершенны, что на каждом шагу нас поджидает опасность. И с точки зрения медицины, когда ты в ней профессионал, ты понимаешь, да, что с подобной травмой нету у тебя шансов восстановиться. То есть все-таки шанс какой-то есть, но с точки зрения медицины он невозможен. Тем не менее, да, я считаю, что это предсказания врачей не оправдаются. Да, это одно из моих, наверное, больших достижений в жизни. Я полноценно живу, естественно, я где-то там не могу заехать на лестницу, но при этом я не ощущаю каких-то ограничений. Цель изначально, конечно, была вернуться к изначальному своему, так сказать, ходячему положению. Ее я вроде не достиг, а сейчас даже у меня в голове сама эта формулировка цели вернуться к тому, что было, я уже не хочу. Я хочу развиваться, я хочу быть лучше, я хочу не возвращаться к чему-то прошлому, а идти куда-то дальше. Своей жизнью я доволен. А дальше это куда? Есть какая-то конкретика? Опять-таки, из основных моих целей, которые ежедневно у меня, это становиться с каждым днем лучше себя вчерашнего. Чем я лучше, тем я больше могу дать этому миру, больше пользы принести своему окружению. Следовательно, вообще весь мир станет лучше. В чем состоит подготовка к тренировке? Я вот Подготовка. наблюдала, что такие облачения. Это просто налокотники, потому что мы в процессе управления коляской иногда касаемся, иногда случайно, иногда специально, чтобы затормозить колеса. Колеса, то есть вы тормозите движение Да, это тоже коляски. часть техники. Где-то у тебя там в руках мяч, и у тебя нет возможности кистями это сделать. Тебе приходится подруливать локтем, иногда даже предплечьем. Ну и чтобы они не стирались, естественно, надеваем. А вот это защищает? Ну, не всегда. Или это такая моральная поддержка? Но если надеть что-то более мощное, тогда уже будет неудобно, там какие-нибудь хоккейные. Слушай, ну главный вопрос – это, конечно, коляска. Господи, это же металл. Ну, да? это у нас, да, там сплав алюминия с чем-то невероятно невообразимым, потому что, когда она должна быть и легкая, и при этом прочная. Это очень важный момент. Индивидуальная коляска делается по твоим размерам. Колпаки, допустим, это тоже индивидуально. Сейчас в основном используется пластиковый. Вот у меня пластик плюс резина. Допустим, я сравниваю с баскетболом. У них, грубо говоря, не контактный вид спорта, то есть у них он запрещен контакт. У нас он не то, что даже разрешен, он даже приветствуется. Поэтому эти колпаки, да, для защиты спиц, если бы их не было, то спиц нам бы хватало на одну тренировку. Слушай, а вот эта часть, это что такое, для чего? Потому что подставка для ног я вижу там. Вот это что? Да, у нас два вида колясок. Атакующие, они без такого бампера, чтобы они легче пролезали сквозь защитников, чтобы пробиваться вперед. А это у защитника? А это у защитников, чтобы как раз цеплять атакующие коляски. Ты вот этим полукругом цепляешь коляску соперника, чтобы не дать ему ехать. То есть это такое не только инвентарь, ну типа как оружие, что ли? Ну, можно и так сказать, да. Ремни еще. Это, видимо, чтобы избежать при столкновении выпадания, да, игрока из коляски. Ну да, во-первых, здесь в регби этот вид спорта в основном для ребят с шейным уровнем травмы, поэтому надо обязательно пристегиваться. Ну, хотя я сейчас начал рассуждать про травму, а если посадить любого человека без инвалидности, у которого полностью здоровое тело, все равно при столкновении, при перевороте коляски, он, естественно, вылетит. Коляски переворачиваются, да. Может быть, не на каждой тренировке, не на каждой игре, но переворачиваются. Но если не пристегнут, ты вывалишься еще из коляски, и эта история там очень может быть неприятная. Какую пользу принес тебе спорт? Вот если бы спорта не было, не появился бы в твоей жизни после травмы, чего бы не было бы? Наверное, если бы я был без спорта, то, возможно, с моим мозгом что-нибудь пошло бы не так. Энергия, которая скапливается, она должна находить выход. Я сейчас очень спокойный человек, но я всегда по жизни таким был, но я думаю, как раз это из-за того, что
у меня есть куда выплеснуть свою энергию. Скажу честно, у меня началась ломка после травмы. То есть я всю жизнь занимался спортом. Да, ты был Были гиперактивен. разные виды спорта. Да, я попробовал. Может, они были не на совсем профессиональном уровне. Не успел я куда-то еще прийти к каким-то сборным России на тот момент. Но мне всегда хотелось движения. А после травмы, да, когда ты лежачий, о каком можно говорить спорте, и где-то через год меня прям начало ломать. Это, ну, я не знаю, наверное, с какими-то наркотиками можно сопоставить. То есть физически прям трясет. И стал искать в интернете, какие есть варианты. На тот момент у меня еще... Ну, руки уже начали двигаться, но плохо, естественно. То есть мышц вообще не было видно, там только кости. Но хотелось спорта. Ну, на тот момент пришел в фехтование. Не помню, как я его нашел. Возможно, он просто первый попавшийся был в интернете. Есть реабилитологи, которые говорят, не идите в спорт, потому что вы там погрязнете, это не реабилитация. Я вот категорически против, потому что в спорте ты делаешь то, что ты в реабилитации не сделаешь в этой скучной. Ты выжимаешь из себя все соки, и ты на адреналине даже не понимаешь, когда ты устал, ты делаешь гораздо больше. Именно сразу начало фехтования, и у меня сразу самостоятельность появилась, я начал пересаживаться на коляску. Там идет развитие координации, во-первых, да, чувство такта, тонкости, распределение своих сил и движений в пространстве по времени. У меня время замедляется, грубо говоря. То есть вот падает какая-нибудь ваза, раньше бы я там начал паниковать и ничего бы не успел сделать. А тут я вижу, как она начинает падать. Я без паники могу успеть протянуть руку и поймать ее в нужный момент. Сколько ты отдал лет фехтованию? 8 лет я где-то занимаюсь. Да. Но сейчас ты занимаешься им, так сказать, по остаточному принципу. Когда появилось регби в моей жизни, первые года фехтование было в приоритете. В этом году накладывается чемпионат России по регби и чемпионат России по фехтованию, поэтому на фехтование я не еду. То есть регби все-таки победила фехтование? Да, регби победила, потому что из-за отношения к фехтовальщикам именно моей категории, и поскольку мы не представлены на Паралимпиаде, нам, во-первых, урезают всякие спонсирования, нас не возят на какие-то сборы. В регби я также попадаю в сборную, являюсь членом сборной, и мы являемся паралимпийским видом спорта. Там ситуация гораздо приятнее в этом плане, а на Паралимпиаду, конечно, хочется. Чем регби для людей с инвалидностью отличается от обычного, кроме экипировки, естественно? У нас нету, допустим, схватки, как у них там. То есть мы не упираемся в друг друга. У нас такая более, я бы сказал, может, даже тактичная игра. Колясочное регби, оно не похоже вообще ни на один вид спорта. Хотя бы даже из-за того, что в спорте у людей без инвалидности, у них нету классификации по баллам. Сейчас объясню. У нас, как в любом виде спорта, паралимпийском есть классификация по функциональным возможностям человека. Вот в регби она создана игра специально для шейников от 0,5 баллов до 3,5. То есть 0,5 – это игроки, у которых вообще практически не работают пальцы и кисти, и руки слабые. 3,5 – это шейники тоже, у которых практически идеально работают пальцы и руки, но есть, естественно, свои ограничения. И из-за этих различий нам приходится строить определенную тактику на игре, чтобы на поле даже человек, у которого 0,5 баллов, был полезен. Тебя что поразило больше всего, когда ты пришел в этот спорт? Ты садишься в эту коляску, ты уже ощущаешь себя по-другому. Она тебя обнимает со всех сторон, и ты практически не ощущаешь своих каких-то физических ограничений в корпусе. С фингалами выходил после тренировки? С фингалами пока что нет, но нос мне разбивали на игре. Руки все-таки у всех длинные, контактный вид спорта. В футболе я получал больше травм, пока был без травм, без инвалидности. Тут нормально. Расскажи о вашей команде, петербургской команде по регби на колясках. Команде мы примерно лет 5, может, 4 года назад начали собираться. Изначально парень из Владивостока к нам приехал в Питер и подал эту идею, пытался он собрать людей. За это ему спасибо. Мы первые, кто начали этим заниматься. Первый год, наверное, мы тренировались вчетвером. Потихоньку народ набирался. Нам помогают ребята из Финляндии, которые уже занимаются гораздо больше, чем мы. Там уже за 20 лет многие опыт. Сейчас, в последние года, к нам перешли еще люди из Москвы, переехали.
То есть на данный момент у нас, не побоюсь этого слова, по составу самая сильная сборная по регионам в России. Круто. И нас больше 10 человек в команде. Это очень, на самом деле, круто и здорово, когда столько людей тренируется, потому что вытащить из дома кого-то, я сам этим занимался, грубо говоря, с момента своей травмы, как пошел в фехтование, я пытался призывать сначала туда спортсменов, потом в регби тоже. Очень многие прям в отказку идут, они говорят: ты что, у меня травма. Почему? Они говорят: я инвалид, мне сказали, что мне надо лежать. А вот почему кто-то, как ты, там врачи сказали, да будешь ты лежачим, боролся за маленький, но шанс, а кто-то сидит дома и говорит: нет, мне врачи сказали, что я инвалид, сиди дома. Ну, это все в голове. Мне кажется, это вот основное, это стереотипы, опять-таки, в России и у людей без инвалидности. Что все, если ты получил инвалидность, ты должен сидеть в 4 стенах и замыкаться, все, на этом твоя жизнь как бы, вот ограничена. То есть это прежде всего в головах. И мне вот в этих реабилитациях, санаториях назначали психолога, как и всем. И все психологи говорили: как ты себя чувствуешь, у тебя уже прошла депрессия? Я говорю: какая депрессия? Они говорят: ну, если у тебя не было еще, то она обязательно будет. Вот как бы у меня уже 10 лет травмы, я до сих пор жду эту депрессию. Не знаю. Может, лет 90 она придет. Ну, пока нет. Родители, естественно. То есть вся моя семья меня поддерживала. Ну, и у меня единственный был момент не то что депрессии, но я переживал, что я для них обуза, что я вот хотел скорее стать самостоятельным. Ну, и не только обуза, мне еще очень не нравилось, как за мной ухаживают. То есть там, когда тебя кормят, вы этого не испытывали, это очень, очень неприятно. Ты еще не прожевал одну ложку, тебе уже суют другую. И мне прям это не нравилось. Я хотел добиться самостоятельности, хотя бы даже, чтобы делать так, как мне комфортно по жизни. Угу. То есть я из депрессии пока не вышел, потому что еще не вошел. Сереж, ну что-нибудь тебя раздражает в жизни? Честно, что-то вызывает негатив? Да, мне иногда сложно справиться с тупостью людей. Оно меня почему-то иногда раздражает. Но я это все опять-таки перевожу обычно в шутку, посмеиваясь над ними. А пример можешь привести? Ну, я не знаю конкретно. Но когда я вижу, что человек говорит неправильную вещь, и я ему говорю доказательства, что это действительно по-другому, а он упирается, начинает говорить свое, мне кажется так. Я говорю: так вот, давай интернет откроем. Открываем, показываем. Он говорит: нет, мне кажется так. Ты аполитичный или интересуешься политикой? Я, если честно, принципиально пока не хочу лезть в политику, потому что я боюсь, что это может меня завлечь. Есть такие предпосылки? Я предполагаю, да, что это может меня утянуть, а пока я хочу заниматься только спортом. С телевизором разговариваешь, когда новости смотришь? Нет, такого нет. Я могу с кем-то пообсуждать, кто рядом со мной сидит. Но как Светлаков я себя не веду, нет. Ковид, вся эта история с пандемией. Я тебе так подкидываю поводы для раздражения. Лично мое мнение, да, наверное, это есть действительно большая глобальная проблема в мире. Не зря все-таки все перекрыто. Как-то что-то очень много где не сходится. То есть, на мой взгляд, всегда, каждый год есть какой-то вирус, и он, да, бывает агрессивным, бывает много людей заболевает. Просто в этот раз раздули. Слишком раздули, слишком перетянули, слишком это может сыграть злую шутку со всеми, на мой взгляд. А бывает так, проснулся ни с того ни с сего, настроение осень. Бесит все, плохо. Я понимаю, о чем вы, да, мне тоже многие люди говорят, что такое есть. Я не знаю. Мне кажется, я это надумываю. Мне бывает, что не очень настроение, так, чтобы я прям угрюмый. У меня бывает, что я устала и с утра просыпаюсь. То есть я рано не люблю вставать. Я просто пытаюсь понять, это твое умение контролировать свои эмоции или все-таки это природный оптимизм, открытость? Я думаю, 50 на 50. Там еще есть и в воспитании дело. Меня родители, в принципе, воспитывали, грубо говоря, в свободе. Оптимистом? Да, у меня очень позитивные родители. Папа у меня весельчак.
Я по сравнению с ним довольно серьезный. Ты формируешь свой мир, себя, мир вокруг себя частично, потому что есть еще другие люди, которые тоже формируют мир вокруг себя. Почему ты не спишь ночами, волнуешься, к какому проекту готовишься? В общем, мы запланировали свадьбу на 7 ноября. И теперь, да, у меня вот последние месяца все мысли о свадьбе, я тоже очень загорелся. И иногда ночью приходит какая-то идея, и ты начинаешь ее обдумывать, и все, и всю ночь не уснуть. Потому что отстань завтра утром. И я хочу проводить сам свадьбу, то есть мы не берем Ты сам ведущего. будешь тамадой. Просто я знаю всю свою семью, а у нас свадьба будет чисто для родственников, грубо говоря, но родственников получилось... Сколько гостей? Да. 43 человека будет. В тесном семейном кругу. Да. Вот именно так. Как ее зовут? Аделя. Очень красивое имя. Да. Сколько вы вместе? Мы вместе уже 2 года. Вот как раз в сентябре, 27 сентября была дата. 2 года. Почему ты решился на такой серьезный шаг? Ну, Или она решилась? Кто всё инициативу проявил? Все банально. Просто я нашел своего человека и захотел прожить всю жизнь вместе. Какая она? Расскажи. Она разная. Возможно, из-за этого я ее и люблю. То есть, опять-таки, вот у меня это по жизни всегда я люблю разнообразие. А тут в одной девушке я нашел разнообразие. Она очень эмоциональная, то есть она бывает и нежная, бывает иногда и грубая, что мне не очень нравится, но опять-таки это на контрасте. Потом в итоге нежность кажется еще более приятной. Она очень милая, женственная девушка. Она занимается балетом с детства. Сейчас преподает детишкам свое искусство. А как вы познакомились? Ну ладно, все-таки придется рассказать. Я сейчас Давай. объясню свою эмоцию. Я увел ее из семьи. Да ладно. Да, на тот момент, когда мы познакомились, она была замужем. Ну, я совсем не горжусь этим, но я просто не мог поступить иначе. То есть я понял, что это мой человек. И когда родителям еще рассказывал, что встретил вот такую девушку, она замужем, они говорят: а что будешь делать? Я говорю: буду забирать себе. Нас судьба, на самом деле, сводила вместе. Я еще за год примерно до нашего знакомства увидел ее в интернете, ВКонтакте, фотографии. Случайно или Да, там случайно, там знакомые какая-то лента, да, видимо, общие друзья. Смотрю, девушка очень нравится. И расстроился, что она замужем, когда увидел статус. И думаю, ну, ладно, что мало ли, что ли, в мире девушек, которые мне понравятся. Даже не стал знакомиться, ничего там не делал. Проходит полгода. Та же самая история, опять-таки, случайно она мне попадается. Второй раз я тоже думаю, блин, какая она классная. Но нельзя. И с третьего раза я уже, грубо говоря, не удержался. Поставил 1 лайк под ее фотографией. Ну, думаю, что такого? Ну, замужем, но мне нравится фотография, нравится девушка. Ничего страшного. Поставил лайк. Она добавляется в друзья сама. И мы начинаем общаться. Ну, как бы пообщались. Так. Дальше я просто не буду рассказывать, я просто в общих чертах скажу, что там еще были знаки. Ей попался журнал со мной на обложке. Там какой-то паралимпийский. То есть просто жизнь вас сводила постоянно. Были вот такие вот ситуации. И я почувствовал, то есть я чувствую энергетику людей, и я довольно быстро всегда понимал, что это не мой человек. То есть у меня долгих отношений-то, по сути дела, и не было. А тут, если Но при этом на каком мероприятии не видел, все время нет. ты с симпатичной спутницей. Она, кстати, очень ревнивая. Она за это меня дома убьет. Ну, я не обещаю, что именно этот момент мы вырежем. Хорошо. Уж прости. Ну нет, у меня было, наверное, всегда много подруг. Не всегда это какие-то девушки, именно с которыми я встречался. Но отношений длительных у меня особо не было, потому что я быстро понимал, что это
не мое. Ну, конечно, меня тоже иногда бросали, это было естественно, но я энергетически понимал, что это нам не по пути, и все. А тут я бы не стал рисковать, если бы я не чувствовал, что это действительно то, что мне надо. Если бы я думал, что мне так поиграться, я не собирался быть ее любовником. Я сразу для себя поставил серьезные цели, и так получилось, что да, она тоже в меня влюбилась. Она сама из Казани. Я ее забрал к себе, она переехала. Ну, супер. Такая история вообще. Да, я, если честно, не то что стесняюсь, я по жизни привык, что я открытый человек, и мне так нравится жизнь. Меня бы это коробило, если бы я сейчас сказал, что я вам не расскажу, как мы познакомились. Но эту историю я еще никому и не рассказывал во всеуслышание ее. Никто не знает, и она такая, естественно, сокровенная, но я не хочу этого стесняться. То есть это жизнь, и я хочу дарить и себе счастье, и ей счастье. Я вот сравниваю иногда себя с другими людьми, с общей, грубо говоря, так, массой, или, может, теми, кто мне попадается, или те, кого я вижу где-то в новостях. У людей как-то, я не знаю, они из маленьких проблем делают для себя какие-то прям большие неурядицы в голове. То есть люди очень много переживают. И у меня, естественно, тоже есть какие-то проблемы, есть какие-то сложности в жизни. Но когда ты видишь эту сложность, что она уже случилась, то смысл сокрушаться. То есть, когда ты сокрушаешься, ты делаешь только еще хуже и себе, и окружающим. Я вот не стараюсь искать обычно позитив, но просто он сам по себе сам как-то в любой ситуации ты можешь для себя подумать, что ты можешь из этой ситуации извлечь. И может, это какой-то защитный механизм у меня лично. Но так проще жить. Возможно, ваша жизнь тоже станет проще, если вы будете у себя в голове ставить, что в любой ситуации можно найти что-то полезное для себя. Ты знаешь, у нас одна героиня программы, уже после того, как все, свет выключили, камеры скрутили, говорит, вот забыла сказать такую интересную мысль. Инвалидам живется легче всего. Это Нина Ануфриева. Я говорю, Нина, что ты имеешь в виду? Развей мысль. Она говорит, потому что у человека с инвалидностью понятна его проблема. У него по жизни проблема сформулирована. Вот моя основная сложность. А остальные придумывают, как ты сказала, интересная такая формулировка у тебя сегодня проскочила, стандартные люди. Так вот, у стандартных людей, по ее словам, либо необходимость придумать проблемы, либо сделать из мухи слона и так далее, так далее. И в этом мы и несчастны, потому что мечемся, не можем определиться. Что думаешь по этому поводу? Я не совсем согласен, что у инвалидов все проблемы ясны. У нас, наверное, соглашусь в том плане, что у нас она глобальная, а у людей, которые стандартные, без инвалидности, у них вот эти мелкие проблемки, они кажутся им большими. А для нас вот эти мелкие проблемки, мы их не замечаем, потому что у нас есть что-то большее. Но при этом у нас есть такие же, как у любого человека, когда, допустим, строишь бизнес или что-то делаешь, ты сталкиваешься со сложностями, как и любой другой человек. Это, опять-таки, все же в голове. То есть это как ты себя настроишь, такая у тебя жизнь не будет. Это практически все просто. Я не знаю, зачем люди делают из этого проблему. Спокойствие, душевная подлость. Твоя цитата. Да. Давай поподробнее. Это не моя цитата. Мне даже немного стыдно. Я не помню, кто ее сказал, но кто-то из великих русских писателей. Я от тебя ее слышу. Это один из моих тоже просто принципов жизни. Мне было бы скучно просто жить, если бы я успокоился. Вот я это имею, у меня хорошая жизнь, а я доволен своей жизнью. И вот соблюдать этот баланс, наслаждаться тем, что имеешь, но стремиться всегда к лучшему, потому что нет предела совершенству. У меня так всю жизнь будет, я думаю.